Всем привет! В конце марта у нас случилось долгожданное событие. Наш радужный краб наконец-то полинял, спустя 15 месяцев после предыдущей линьки. Хотя, если верить интернету, линять он должен каждые полгода. Нам давно очень хочется снять процесс линьки на видео, но этот засранец линяет исключительно по ночам. Утром мы обнаружили в аквариуме вот такую картину. Наш краб спокойненько сидит возле камня, а в центре лежит его старый панцирь. Причем краб из ярко-оранжевого превратился в серо-синего. Линька для краба – это очень сложный процесс. Дальше вы поймете почему. Если допускать ошибки в содержании краба или неправильно его кормить, то любая линька может закончиться гибелью животного. Так как наш краб уже 3-й год успешно линяет, можно с уверенностью сказать, что мы все, ну или почти все, делаем правильно. Спустя несколько часов после линьки краб постепенно начал набирать цвет. Его лапы медленно становились все более яркими, оранжевыми. Как вы думаете, почему так происходит? Почему первое время после линьки краб был таким темным? У нас есть свои предположения на этот счет, но мы хотим узнать ваше мнение. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Сейчас мы вытащим старый панцирь из аквариума и рассмотрим его поближе, чтобы понять, почему крабам так сложно дается линька. Внутри старого панциря оказалось так много всяких разных странных штук, какие-то непонятные антенки. Интересно, какую функцию они выполняют? Смотрите, даже глаза краба линяют. Это старая оболочка глаза. А тут что такое? Это что, жабры краба? Ничего себе! Оказывается, крабы линяют совсем не так, как пауки. У пауков меняется только внешний слой, а у крабов даже часть органов обновляется. Вот это да! Неплохо было бы человеку иметь такую возможность. Кстати, на нашем канале есть видео об аксолотле. Вот он даже краба уделает своими способностями отращивать новые органы. Смотрите, как сложно устроен ротовой аппарат краба. Тут столько запчастей непонятных. Какие-то пластинки, щупальца. Да чего же странные создания эти крабы. Давайте рассмотрим поближе ноги и клешни. На ощупь они очень твердые и колючие. А вы знали, что конечности краба настолько прочные, что выдерживают нагрузку в 100 раз превышающую его вес? Нам стало жутко интересно, и мы решили взвесить нашего крабика. Получается, что наш 200-граммовый краб может выдержать нагрузку в 20 килограммов. Впечатляет! А вот эта часть панциря вообще самая странная. Какие-то перегородки, лабиринты. Удивительно. Если бы я не знала, что это части панциря краба, то приняла бы их за останки какого-то древнего существа. У нашего краба очень мощные клешни. Смотрите, какие они огромные. Эта клешня крупнее второй. Она предназначена для обороны. Краб использует ее как щит при столкновении с врагом. А вторая клешня более мелкая. Нужна для того, чтобы хватать пищу и отправлять ее в рот. Обе клешни имеют множество выступов, всяких крючков и колючек. Наверное, они нужны для защиты от хищников. С помощью даже маленькой клешни краб с легкостью разламывает панцирь улиток. Я думаю, что если бы в нее попал палец, то это было бы очень больно. А это еще что такое? Это тоже было внутри старого панциря. Оказывается, это зубы краба. Их 3, и находятся они в желудке, представляете? С помощью этих зубов краб перетирает пищу, как мельница. Зубы очень твердые, ребристые, а по краям у них много мелких крючков.
Выходит, что желудок краба линяет одновременно с панцирем. И никаких проблем с язвой или гастритами. Везет же! Теперь вы знаете, почему крабу так сложно линять. Мало того, что перед линькой под старым панцирем ему нужно вырастить новый панцирь, так еще и новые жабры, желудок, зубы и кучу других нужных штук. Поделитесь этим видео с друзьями, наверняка они даже не подозревают, что крабы настолько удивительны. Пишите в комментариях, было ли вам интересно посмотреть на краба изнутри. И, конечно, не забывайте поставить лайк. До новых встреч! Пока-пока!